Привет, друзья! Сегодня неожиданные новости из Европы и мира, которые объединяются в одно. Все меняется быстрее, чем кажется. В Париже дерзкое похищение произведений искусства, которое заставило даже экспертов вспомнить легендарное дело Моне и Ренуара. В Берлине новая глава Deutsche Bahn обещает полностью обновить систему немецких железных дорог, а за океаном Дональд Трамп комментирует идею соединения Соединенных Штатов Америки и России подводным туннелем, внимание, длиной более 100 километров. Кроме того, Германия неожиданно называет климатическую политику Трампа возможностью для Европы. Польша отказывается выдавать подозреваемого по делу Северный поток Nord Stream, а Китай строит свой первый ядерный авианосец. Эти и другие события разберу прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, я рассказываю каждый день, что действительно происходит в Германии, Европе и мире за последний час. Итак, в Париже произошел один из самых громких случаев похищения произведений искусства. Преступники действовали словно обычные покупатели в супермаркете, спокойно взяли картины с витрины и ушли. Это сравнение прозвучало от свидетелей сразу после события. Инцидент напоминает кражу 27 октября 1985 года в музее Мармотан, когда группа мужчин, скажем так, в неприметных костюмах вошла в зал и спокойно сняла со стен 8 шедевров. Один из грабителей унес сразу 3 картины под мышкой, другая упала, он поднял ее, не спеша вернулся и вышел. Среди украденных работ Клода Моне, в том числе знаменитое впечатление «Восход солнца» и полотна Пьера Агюста Ренуара, а также работы Берта Мориса. Один из руководителей полиции, Жан-Клод Винсент, назвал метод преступления совершенно необычным. Кражи организовывались днем, когда музей был открыт, без скрытости, и по сути все выглядело как поход за продуктами. Куратор музея Ив Брайер сказал, цитата, «Они знали, какие картины брать, полиция заподозрила заказной характер, скорее всего, шедевры хотели перепродать коллекционерам, хотя такие произведения слишком известны, чтобы просто сбыть их на черном рынке. Несмотря на ловкость преступников, через несколько лет часть картин удалось тогда вернуть. В декабре 1990 года полиция обнаружила в доме на Корсике все украденные полотна, спрятанные в сундуке. Тогда операция стала сенсацией и завершилась успешно. И это только начало. Новая глава железных дорог Германии Эвелин Палла объявляет кардинальный перезапуск всей компании Deutsche Bank. Цитата. «Мы перевернем корпорацию с ног на голову», говорит она, а решение покончить с прежним порядком она подкрепляет конкретными планами. Первым шагом станет серьезное сокращение бюрократии и реструктуризация центрального офиса в Берлине. Палла намерена проверить каждую должность на предмет пользы для пассажиров. Цитата. «Управление должно служить железнодорожнику, а не наоборот», заявила она. Большая часть решений будет теперь приниматься не в Берлине, а на местах, там, где происходят процессы. Палла говорит, цитата, «Я делаю исполнителей на местах теми, кто реально решает». Она также ставит задачу сделать поезда и станции визитной карточкой компании. Чистота, комфорт и надежность – все это должно быть заметно пассажирам. Кроме того, появляется цифровой так называемый уведомитель о стройках, чтобы пассажиры могли планировать поездки, зная о препятствиях заранее. Напомню, Палла вступила в должность всего 2 недели назад, сменив Ричарда Луца, который возглавлял Deutsche Bank почти 8 лет. Она принимает компанию с проблемной инфраструктурой и задачей повысить надежность. Руководство поддерживает ее план. Министр транспорта Патрик Шнидер уже выразил намерение требовать от банка повышения точности, безопасности и чистоты с помощью специальных срочных программ. Но амбиции велики, а проблемы тяжелы. Как реализовать изменения в условиях устаревшей сети и внутреннего сопротивления? Переход к новой работе должен стартовать незамедлительно, иначе изменения могут затянуться и Deutsche Bank сохранить прежний образ в глазах пассажиров. А дальше еще интереснее. В американских СМИ появился сенсационный проект. Предложение проложить подводный тоннель от Аляски до России, и президент США Дональд Трамп признал, что считает эту идею интересной. Инициатор Кирилл Дмитриев, инвестиционный представитель Кремля, он предложил построить туннель длиной около 70 миль, это 112 километров, под Беринговым проливом. По его словам, этот проект станет символом единства и укрепит сотрудничество между США и Россией. Дмитриев заявил, что реализация подземного маршрута при участии компании Илона Маска, The Boeing Company, может обойтись в 8 миллиардов долларов, тогда как традиционные оценки в прошлом звучали в показателях от 65 миллиардов долларов.
Когда журналисты спросили Дональда Трампа, что он думает об этом, он ответил, цитата: «Это интересно, я подумаю». Однако украинский президент Владимир Зеленский, находясь с Трампом на встрече, выразил свое недовольство: «Мне это не нравится». Проект вызывает сомнения и у эксперта. Погодные условия, геология и отдаленность района делают его крайне сложным. Строить туннель под арктическими водами – задача, с которой еще никто не сталкивался. Но идея уже стала вирусной. Авангардный инфраструктурный проект от геополитики до инженерии. Трамп дал понять, что не отвергает ее сразу, а что будет дальше, покажет время. Тем временем разворачивается новая интрига. Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер назвал политику Соединенных Штатов Америки в области климата возможностью для Европы. Цитата: «Трамп сделал нам огромное дарование», заявил Шнайдер, имея в виду отказ администрации Дональда Трампа признавать изменение климата и сворачивание экологических обязательств. По словам министра, с уходом Соединенных Штатов Америки из амбициозной климатической гонки Европа и Китай оказываются в роли лидеров по чистым технологиям и могут воспользоваться этим преимуществом, выигрывая рынки и рабочие места. Действия Дональда Трампа он называет ходом назад в вопросах возобновляемой энергии, но при этом отмечает, даже в Соединенных Штатах Америки, например, в том же Техасе, продолжается развитие зеленых технологий, потому что рынки уже видят в этом прибыльное направление. Шнайдер выступает за целевой курс, он поддерживает предложение Еврокомиссии снизить выбросы парниковых газов в Европейском Союзе на 90% к 2040 году. Это соответствовало бы национальному плану Германии и одновременно усилило бы ее позиции в Евросоюзе. Министр предупреждает, что Германия должна сохранить крупные потребители энергии, индустриальные предприятия, дата-центры, компании с большим электропотреблением. При этом при расширении чистой энергии нельзя делать слишком резкие шаги. Цитата: «Газовые станции, если их строить, должны быть сразу подготовлены для водорода», говорит он. С одной стороны, критики считают, что заявление Шнайдера – это лишь риторика, с другой, сам факт признания подарка от политики, которая сворачивает климатические обязательства, показывает, что Европа видит в нынешних американских изменениях шанс. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В Берлине прошел съезд местных политиков партии «Альтернатива для Германии» АДГ, где представители обсудили, как ослабить долгосрочную барьерную линию Брандмауэр, которую другие партии проводили против них. Они не ставят себе задачу громких союзов в Бундестаге, но они работают снизу вверх, начиная с муниципалитетов. Одна из ключевых фигур – это депутатка Каролина Бахман. На открытии форума она заявила, цитата: «Никто не должен потеряться в огромных залах Бундестага. Это намек на сложности, с которыми сталкиваются новые депутаты альтернативы для Германии». Штефан Бранднер, парламентский управляющий фракцией «Альтернатива для Германии» АДГ, объяснил цель. Они хотят связать федеральные и муниципальные уровни, чтобы местные политики могли работать по партийным. Тактика проста. На уровне городов и уездов «Альтернатива для Германии» уже согласовывает совместные проекты и голосование с представителями Христианско-демократического союза ХДС и других центристских партий, несмотря на официальную линию последних быть стеной против «Альтернативы для Германии». Как сказал Ханнес Лотт, став первым мэром от «Альтернативы для Германии» АДГ в одном из городов, цитата: «Мы знакомы даже в супермаркете, исключать друг друга нельзя». При этом партия действует не напористо, а последовательно. Заявки на проекты, предложения по задачам из ЖКХ, темы вроде транспорта и энергообеспечения – все маскируется под местные заботы. Это позволяет «Альтернативе для Германии» АДГ проникнуть в реальные коалиции в муниципалитетах, где формальное табу слабее. Сценарий следующий. Сначала на муниципальном уровне, потом через ландтаги и в идеале на федеральной сцене. Они не нарушают Брандмауэр напрямую, а постепенно снижают ее влияние изнутри. Если Христианско-демократический союз под руководством Фридриха Мерца сохранит жесткие курсы, эти тактики могут также усилить конкуренцию между партиями. Таким образом, политическая конкуренция в Германии усиливается. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. В Польше произошло решение, которое потрясло немецкие правоохранительные органы. Суд Варшавы отказал в экстрадиции одного из подозреваемых по делу о повреждении на газопроводах Nord Stream, Северный поток, и освободил его из-под ареста. Речь идет о 46-летнем мужчине, которого Германия обвиняет в участии в инциденте на трубопроводах в Балтийском море. При этом польский суд постановил, что немецкое ходатайство об экстрадиции не содержит достаточных доказательств,
Материалы слишком общие, чтобы они могли служить основанием для передачи подозреваемого. Один из ключевых вопросов, поставленных судом, имеет ли Германия юрисдикцию над инцидентами, которые произошло в международных водах. Кроме того, суд квалифицировал инцидент как возможное действие в рамках международного конфликта, заявив, что он может иметь правовое основание в международных нормах. Премьер-министр Польши Дональд Туск уже прокомментировал решение. Он заявил, что экстрадиция не отвечает интересам Польши и что вопрос закрыт. Интересно, параллельно с этим в Италии, помните, я вам рассказывал, высший суд ограничил экстрадицию другого подозреваемого, что затягивает международные судебные процессы и усложняет расследование инцидентов на ключевой энергетической инфраструктуре. Вся эта история не просто юридическая битва, это борьба за контроль над критическими данными, ответственность за нарушение и за то, кто и по каким правилам будет судим в рамках этого запутанного международного дела. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. В Соединенных Штатах Америки впервые с 2022 года наблюдается снижение бюджетного дефицита, и за этим стоят агрессивные меры администрации Дональда Трампа. По данным Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, дефицит за фискальный год 2025 составил 1,775 триллиона долларов. Это на 41 миллиард меньше, чем в 2024 году. На фоне растущих расходов на здравоохранение, пенсии и обслуживание долга эти цифры выглядят неожиданно. Как им это удалось? Во многом благодаря резкому росту доходов от импортных пошлин, введенных Трампом, и масштабных сокращений в бюджете, например, в секторе образования. Но эффект двойственный. В то время как доходы растут, расходы на проценты по государственному долгу достигли рекордного уровня 1,216 триллиона долларов, став вторым по величине пунктом бюджета после социальных выплат. Майя МакГиннес, глава комитета за ответственный федеральный бюджет, заявляет, цитата, «фундаментальные показатели остаются глубоко тревожными». Критики предупреждают, рост доходов от пошлин Трампа – нестабильный источник финансирования, и увеличение долговой нагрузки может быстро перечеркнуть все успехи. Здесь налицо попытка перераспределения нагрузок. Именно тарифы и бюджетные сокращения временно облегчили давление. Но остается вопрос, устойчив ли такой подход, более того, может ли он стать долговременной стратегией или обернется новым обострением финансовой нестабильности. А вот следующая новость способна удивить. Китай начал строительство нового крупного корабля Type 004 с энергоустановкой нового поколения, которая рассчитана на размещение, внимание, более 90 летательных аппаратов. Новый корабль возводится на верфи в Даляне, уже заложены основные секции корпуса, он должен стать центральным элементом морской группировки с возможностью длительных миссий на большом расстоянии от базы. В конструкции будет использована система электромагнитного катапультирования катапульты, что позволит запускать тяжелые истребители и разведывательные самолеты прямо с палубы. Напомню, что до сих пор Китай эксплуатировал авианосцы с традиционными двигателями и прыгунковой стартовой рампой. Ожидается, что мощность и автономность нового корабля сделать его сопоставимым с лучшими зарубежными образцами. Строительство Type 004 называют ключевым шагом к усилению морской мощи Китая и расширению его влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя официальный запуск пока не объявлен, китайские источники предполагают, если все пойдет по плану, корабль будет готов к боевому дежурству к концу 2020-х годов. Этот проект не просто какой-то технологический шаг, он изменяет распределение морских возможностей. Китай выходит на новый уровень морского потенциала, и взаимодействие на море может стать ключевым фактором в геополитике в будущем. А теперь внимание, дальше начинается самое неожиданное. В Саксонии, сердце Восточной Германии, местные предприятия готовы поставлять вооружение для армии, но сталкиваются с бюрократическими барьерами. Гюнтер Нимче, руководитель компании МВК Defense из Кёнигсварта, отмечает, цитата, «Все думают, что у нас есть армия, но она не готова выполнять поставленные задачи. Несмотря на наличие потенциала и квалифицированных специалистов, его коллектив из 100 человек на сегодня до сих пор не получил контрактов от Бундесвера, даже несмотря на выделение специального фонда в 100 миллиардов евро для армии. Нимче отмечает, что в других странах процесс закупок гораздо быстрее. Цитата. «В Норвегии я напрямую веду переговоры с армией и заказ получаю максимум через 3 месяца. В Польше иногда даже за 14 дней. В Германии же предприятия часто остаются без заказов, несмотря на готовность к сотрудничеству.
Компании, такие как МВК Defense, обладают опытом в производстве и ремонте военной техники, включая ремонт рычагов для танков «Леопард-2». Однако они стремятся к большему, например, к производству реактивных установок, но для этого необходимы долгосрочные контракты, которых пока нет. В условиях роста вызовов и необходимости модернизации оборонных структур всей Германии ситуация, когда местные производители остаются без заказов, вызывает вопросы об эффективности взаимодействия государства и частного сектора. Но это лишь вершина айсберга происходящего. Ларс Клинбель, вице-канцлер и председатель Социал-демократической партии Германии, поставил ультиматум. Он готов поддерживать закон о гарантии пенсионного уровня только в том случае, если одновременно будут приняты два других ключевых элемента пенсионной реформы. Это повышение материнской пенсии и введение активной пенсии. Эти инициативы предложены министром труда Бербельбас и поддержаны министром финансов Клинбелем. Клинбель подчеркнул, что поддержка пенсионной реформы возможна только в виде единого пакета и призвал лидера фракции Христианско-демократического союза Йенса Шпана обеспечить необходимое большинство в Бундестаге. Он отметил, что закон о гарантии пенсионного уровня, предложенный министром труда Бербельбас, направлен на обеспечение достойной пенсии для тех, кто всю жизнь трудился. Однако внутри правящей коалиции возникли разногласия, о которых я вам и рассказывал. Молодежная группа ХДС-КСС выразила свои опасения, что предложенные меры могут привести к высоким долгосрочным расходам, которые лягут на плечи именно молодого поколения. Тем не менее, Клинбель твердо заявил, что пенсионная реформа должна быть принята в полном объеме, без исключений. Вопрос пенсионной реформы остается одним из самых обсуждаемых в Германии, и позиция Клинбеля может сыграть ключевую роль в ее дальнейшем продвижении. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.